Приветствую вас на канале. Сегодня будет распаковка, но не совсем необычная для меня распаковка, потому что, судя по этим стикерам, данную посылку я получил из Беларуси в Беларусь. Ну и понятно, что здесь товар не из Китая. Заказал на озвученных мною в прошлых видео сайте AUBUY или AYBY, кому как нравится. Несколько кассет, по-моему 19 штук должны быть, тоже частного лица. И вот они пришли буквально тут за пару дней. Давайте смотреть, распакуем и посмотрим, как дошли. Вот так, индивидуально, каждая завернута в газетку. Ладно, распакую, сейчас посчитаю, сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Все как и заказывал. Вот таких вот 19 свертков. Сейчас распакую и представлю они вам уже наглядно, как они выглядят. Вот такое количество кассет, 19 штук. Все кассеты бывшие в пользовании, они с записями. Тут разнообразные бренды разного года изготовления. Будем с ними знакомиться. Ну и, соответственно, формат этого видео будет уже традиционный. Но мы сначала оценим состояние этих кассет. Далее, опираясь на уже известный сайт aquabus.com, расскажу немного о дизайне каждой кассеты. Послушаем их записи. Погнали! Ну вот, привел кассеты в опрятный вид. До полировки подкассетников я еще не дорос, пока только спиртом протираю их и корпус самой кассеты. С некоторых вкладышей удалил записи, если они поддавались ластику. Кассет посылки было много, поэтому сделаю несколько серий этого видео. И в первой серии представлю кассеты южнокорейских и турецких брендов. Начну с достаточно известного всем производителя бытовой электроники, компании LG, ранее известной под именем Gold Star. Экземпляр данной кассеты Gold Star HP90 1993 года выпуска уже есть в моей коллекции, купленной мной лично в те же годы, поэтому я могу уверенно утверждать, что подкассетник здесь оригинальный, с двумя боковыми ребристыми гранями и стопорами-снежинками, и он в хорошем состоянии. Полный комплект стикеров и абсолютно чистый вкладыш. Кассета тоже в хорошей кондиции, в разборном корпусе, на котором имеются слева литера стороны, вот здесь тиснение, справа стрелка направления движения ленты. Вот такой вот здесь принт. Блокираторы записи присутствуют, серийный номер тут же есть, штампик. Лента первого типа имеет слегка молочный ракорд с одиночными синими косыми линиями. Затем белая склейка, ну темно-коричневая лента, в начале какая-то немножко она такая бугристая. Послушаем. Вторая сторона. В общем-то, все понятно. Здесь очень некачественная запись техно 90-х, поэтому однозначно под перезапись. Следующими будут пару кассет, также южнокорейского бренда, но уже SKC. Бренд существует с 1973 года. В посылке имеется модель вот такая LX90 1992 года. У нее оригинальный подкассетник типа Slim, но достаточно зашарпанный такой, потертый. Он имеет ребристые как бы только углы, то есть между ними есть такие гладкие прозрачные поверхности. Вкладыш оригинальный, он L-образный. Здесь указано, что произведена кассета в Сеуле, Корея. И он чистый. Сравнивая с такой же моделью 1996 года, отмечаю, что футляр за 4 года абсолютно не поменялся. Корпус кассеты также один и тот же. Единственное, что принт нанесен на демпферную пленку, и она немножко изменила свой окрас. А сама фактура, то есть штамповка корпуса, одинакова. Обратите внимание. Корпус также разборный. На новой кассете присутствуют блокираторы записи. Сравним ленты.
Цвет раккорда в лентах одинаковый, слегка молочный, но новая кассета имеет одиночные синие полоски, причем попадают две в крайние окна. Лента в обоих кассетах первого типа, но отличие заметно, то есть более свежая кассета имеет темную ленту. Послушаем вот эту кассету SKC LX90 1992 года. Вижу я поклонника в своем окне. Никогда. Точка, ты передай привет этому мальчику, его 18 лет. Ты был таким хорошим. Так, вторая сторона. Не поминай, скрипка играй, обнимем друг друга. Пусть не со мной, так с другим. И я сказал поздравляю. Также все с этой кассетой ясно. В принципе, здесь вот есть вкладыш, и на нем указано, что здесь студийная запись двух альбомов 1994 года Наташи Королевой и Игоря Николаева. Но Николаева у меня альбом этот есть, поэтому, скорее всего, эту вторую сторону Б под перезапись. Следующая модель SKC QX90. Точно в таком же футляре, вот эти вот ребристые уголки, но имеются трещины вот здесь вот спереди. Это кассета 1992 года. Вкладыш родной, надпись на торце удалось стереть ластиком. Здесь указано также это предприятие SKM Limited, которое находится в Сеуле, Корея. Ну и как видите, оформление вкладыша вот этой кассеты в таком собственном узнаваемом стиле. Сам корпус в хорошем состоянии и своим дизайном напоминает Sony второй половины 1980-х годов. Он такой вот черный, разборный, с широким окном, на котором гравировкой в виде широких горизонтальных таких жалюзей отрисован полукруг. А между катушками имеется вот такой ребристый ромбик. Слева есть стеснение литеры стороны, справа такая вот стрелочка, завернутая вверх. Ярлыки для блокировки записи присутствуют и вот такая гравировка серийного номера. Красивый корпус этой кассеты, но очень скрипучая она при перемотке. Стикеров с этой бэушной кассетой в комплекте нету. Оценим ленту. Раккорд здесь аналогичный предыдущей вот этой кассете первого типа с одиночными синими полосками. Но здесь лента второго типа, поэтому она должна быть, да, черного цвета. Так и есть. Ну, состояние тоже хорошее, приемлемое во всяком случае. Оценим запись этой кассеты. By a stranger, close by
Все понятно, как вы можете оценить, здесь очень хорошая качественная запись лучших хитов группы Смоки за 1975-1980 годы. Единственное, что на Б-стороне пару песен, наверное, дублируется со стороны А. Впрочем, здесь была записка, это зарубежка для души группы Смоки. Далее кассета южнокорейского бренда Saihan, куда же без него, до его переименования в Samsung после 2010 года. Модель сети C90. Имеет абсолютно тот же футляр, что и предыдущие две SKC. Те же ребристые уголки. Да, состояние у него гораздо лучше, чем у предыдущих. Ну, такой полуслим, то есть есть вот выемка под кассету. Вкладыш имеет вот такой принт, практически симметричный. При необходимости можно вывернуть его наизнанку. Единственно, вот это отличается. То есть наблюдаю вот такую универсальность во всем, чтобы удешевить производство. Корпус вот такой прозрачный, разборный. Блокираторы вот здесь выломаны. Гравировка серийного номера присутствует. Штамповка его отличается от моделей кассет SKC, но принт опять же нанесен именно на демпферную пленку. И знакомые такие вот чисто сайхановские катушки. Они потом повторятся в следующих двух кассетах. Кстати, давайте их и сравним. Это уже будет Samsung Z New Super на 90 минут. Как видите, здесь точно такой же подкассетник. Единственное, что он гораздо в худшем состоянии, имеются трещины. Кассета на 90 минут укомплектована вкладышем от кассеты длительностью на 60 минут. Но он был чистый, вообще без надписей. Здесь уже оригинальный сайхановский корпус, который имеет в верхней части вот таких три поля. Одно из них заполнено гравировочкой стороны. Вот А, там Б с обратной стороны. И наиболее часто он встречается у кассет других брендов, которые изготавливали под заказ на этом заводе. Такой универсальный, прозрачный, разборный корпус. В них меняется только демпферная пленка, соответствующей раскраской для другого бренда. Ярлычки записи целые. Сравним ленты Samsung и Saihan. Раккорды абсолютно одинаковые, те же косые оранжевые полоски. И мне кажется, ленты также абсолютно одинаковые. То есть это одна и та же кассета, только в разных корпусах. Слушаем Saihan. Is there a time? What about all the things? I said my baby's at home, she's probably worried. Feels that always. Хорошо звенящая кассета при перемотке. Обратите внимание на уровни, достаточно высокие. Так, сторона Б. На кассете сборник хитов от Майкла Джексона с 1982 по 1995 годы мне показалось, что в начале стороны А азимут головы не совпадает. И уровень воспроизведения практически там в перегрузке такой. Но потом запись вроде нормализовалась, а вторая сторона записана более-менее. Кстати, под его мелодию можно плясать вокруг костра с бусиками на шее и копьем в руке. И мне показалось, что лента в этой кассете несколько тоньше обычной ленты на 90 минут. Оставлю запись, возможно, пригодится. А теперь слушаем запись на кассете Samsung Z New Super 90 минут. $12 миллионов мы приобрели пресс для прессования, значит, бумаги, пластмассы. Вот. Подсобных всех помещений, коммуникаций, где же и пожарники, и санстанции. Я думаю, ну все, в пятницу вы пришли, в субботу вы не найдете. Ничего подобного. К вечеру они принесли, нашли ударника, и вечер сделали, прошел замечательный вечер. К чему я это все говорю? Что молодежь, действительно, она горела, она не тлела. Полностью согласен. Короче, на этой кассете записано интервью на диктофон, поэтому, конечно, кассета под перезапись.
И вот в таком же корпусе, как предыдущий Samsung, на заводе Сайхан в 1991 году изготовлена кассета Akai GX90. Единственное, что тут уже вклеен стикер. Итого к модели SX90 из моей коллекции добавилась кассета со вторым типом ленты. Подкассетник у нее оригинальный, с двумя ребристыми гранями и в достаточно хорошем состоянии. Вот эта грань просто прозрачная, гладкая. Вкладыш с разворотом полностью симметричный. Можно, если необходимо, вывернуть его наизнанку, и он был не заполненный. Да, и в комплекте был листочек со стикерами, но он уже пустой. Два стикера уже вклеены на саму кассету. По сути, кассеты полностью одинаковые. Раскраска наносится также здесь на демпферную пленку. Катушки сайхановские. Сравним ленты. Да, уже замечаю, что ракорды здесь прозрачные и с двумя оранжевыми полосками. Пока что все похоже. Напомню, что ленты разного типа. Да, ленты отличаются по цвету. Верхняя это второго типа GX90. Нижняя SX90 первого типа. Так, смотрим эту ленту. Вначале она очень сильно деформированная. Но оценим запись, возможно, это только начало. То есть получается, что корпус и катушки корейские, но бренд японский. Конкретно мой экземпляр с лентой первого типа мне не нравится. По какой-то причине лента в ней деформировалась и вспучилась настолько, что не вмещалась при сматывании в корпусе. Но как звучит запись на этой ленте и сама вот эта вот сборка, в которой здесь вложен трек-лист, мне нравится. Поэтому, чтобы ее сохранить, пришлось разбирать и вручную с натягом аккуратненько смотать ленту на одну катушку. Но осадочек остался. Итак, слушаем хромовую кассету Akai GX90. Вот звук перемотки Akai мне нравится. Once you woke up late. Никогда не любил танцевальный технодэнс 90-х, а он тут записан. В общем, эту кассету под перезапись. С 1997 года немецкая компания BASF продается южнокорейцам и получает имя MTEC. Ну а в посылке вот такая кассета MTEC Sound 1.90. Такой экземпляр не представлен на сайте aquabass.com. Точнее, там есть вариант с принтом, в котором слово вот это Sound 1 пропечатано красным цветом. В моем варианте все серебристое и напечатан именно на корпусе. Сам корпус прозрачный, универсальный тоже. Блокираторы записи и серийный номер присутствуют. Корпус разборный. Если ориентироваться, как заявляют на сайте aquabass.com, на четвертую цифру серийного номера кассет Bass, здесь цифра 3, то эта кассета изготовлена в 2003 году. И в этой кассете отличается вкладыш от того, что представлен на сайте. Он с разворотом и сильно, как видите, ухайдохан. Пришлось вывернуть его на обратную сторону. Причем здесь указана страна изготовитель Германия. Сам подкассетник Slim. Он слегка тонированный, не битый, но хорошо, очень сильно потертый. Требуется его полировка. Необычные такие стопоры катушек с такими кружками. Вот так вот они выглядят внутри. И вот такой очень низкий вот этот вот подворот спереди. И в него даже вкладыш вот спереди полностью туда не прячется. Так, оценим ленточку. Кстати, обратил внимание, что здесь вот заправка ленты в катушку, такой небрежный, с маленьким хвостиком. Она имеет вот такой молочный, хорошо белый молочный ракорд. Далее склейка с циферками, это чисто басовский такой прием. Ярко-рыжая лента от кассет Bass начала 80-х годов. Послушаем и ее. Ну, тоже неплохо перематывается. Know too many words after so many lines. Somebody whispers
Пока мне нравится качество записи. Какое-то даже разделение по каналам очень четкое. Mexico, Buenos Dias, got to go. Tell her all your crazy dreams. Wake up, wake up, wake up, wake up, 'cause you do it right. Нашел в кассете вот такую бумажку. Здесь, если перевести на русский, будет «Путешествие во времени. Хиты 70-х, 80-х». Cry just a little bit, cry just a little bit, cry just a little bit. Так, вторая сторона. Nothing I can say, a total eclipse. Should I go? You know I wanna touch you. Gotta love it. Used to be a man. В общем, как мне удалось нашазамить, здесь очень качественная запись сборника исполнителей периодов 1978-1984 и 1090-1995 годов. Мне понравилось, поэтому эту кассету оставлю. На финал кассета, турецкая кассета RAX, модель AX90. Эта кассета 1996 года уже была на обзоре на моем канале. Прозрачный футляр с небольшим прямоугольным полем, но оно не заполнено здесь. Имеет трещины, имеет вот здесь сколы, потертости. Вкладыш из тонкой глянцевой бумаги в гораздо лучшем состоянии, чем подкассетник. Кассета имеет также прозрачный корпус, слегка тонированный, такой темноватый. Он разборный, черные винты. На торце выломанный блокиратор записи, присутствует штамп серийного номера. Здесь все надписи пропечатаны уже на корпусе. Вот такие вот оригинальные белые катушки с большим количеством спиц. Ну и как видите, у ленты первого типа ракорд абсолютно такой же, как предыдущего MTEC. Далее склейка с циферками и лента светло-коричневая лента BASS. Однозначно кассета RAX AX90 1996 года комплектовалась лентой BASS. Вот, ранее я уже показывал вот такую кассету RAX AX90. У нее такой же ракорд был, но склейка здесь без цифр, просто беленькая. Хотя лента по цвету точно такая же. И слушаем последнюю кассету RAX AX90. Было красиво для твоих. Впрочем, здесь в кассете был вот такой вкладыш уже знакомой студии, которая пишет на аппаратуре Technics с таким кленовым листочком. Здесь «Осенний вечер» 97 года, сборник танцевальных отечественных хитов. Ну и первый значится как-то Валерий Залкин, «Ветка сирени». Под него танцевать только вальсы можно. Волнам прохладным ливнем после жаркого дня я оглянулся, посмотреть не оглянул. Лариса Черникова вроде. Как же мне обидно, что его любви ко мне до сих пор не видно. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим. Натали кино перепела. Не любили, я смотрю, петь, как ни включу, вечно проигрыш попадается. Весну, где мы с тобой были счастливы когда-то. Вот вообще даже не могу представить, кто это поет. А, Каролина, наверное. Что поделаешь, у любви земной весна. Да, голос похож. Цветы. Ну, это все Я знают. люблю тебя до слез. Лишь бай-бай.
Красивая женщина поет. В общем, такой вот сборничек на этой кассете. Пожалуй, тоже пока оставлю послушать более внимательно его. Ссылки на все озвученные мной сайты вы найдете в описании этого видеоролика. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы YouTube уведомил о выходе очередной серии с обзором аудиокассет из посылки. До новых встреч на канале и всем пока!